Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить очень простой и быстрый в приготовлении сметанный пирог с яблоками и персиками. Здесь просто великолепное сочетание яблок и персиков и нежнейшего воздушного теста. Я уверена, этот пирог никого не оставит равнодушным. Обязательно его приготовьте и попробуйте. Пирог высокий, красивый. Здесь такое пышное, в меру сладкое кексовое тесто, пропитанное ароматами яблок и персиков. И, конечно, сверху сметанный крем-заливка придают приятный, нежный вкус. Для приготовления теста мне понадобится пирог я буду выпекать в разъемной форме, диаметр 24 сантиметра. Дно выстелила пергаментной бумагой. Слегка смазываю растительным маслом без запаха. Также смазываю бока формы, чтобы на них прикрепить пергаментную бумагу. Сегодня у меня пирог будет с яблоками и с персиками. Я использую консервированные персики, можно, конечно, использовать и свежие. Для пирога мне примерно понадобится 3 яблока и 2 персика. Яблоки очищаю от кожицы, удаляю сердцевину и порежу средними кусочками. Перекладываю яблоки в миску, сбрызну их слегка соком лайма. Конечно, можно использовать и сок лимона. Также в тесто я добавлю 1 персик. У меня персики уже без косточек и без кожицы. Режу примерно такими же кусочками, как и яблоки. Количество яблок и персиков вы можете брать на свое усмотрение. На моем канале около 1500 рецептов вкусных блюд. Чтобы легко найти нужный вам рецепт, просто напишите в поиске YouTube такую комбинацию: Люда Easy Cook и название блюда, или Люда Easy Cook и любое слово по теме рецепта. В миску разбиваю яйца. Для рецепта я использую яйца среднего размера. Вес одного яйца со скорлупой примерно 55 граммов. Всыпаю сахар, соль и взбиваю в течение 3-4 минут в пышную светлую массу. Добавляю сметану. Для рецепта я использую жирную сметану 25%. При желании сметану можно заменить кефиром. Добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили. Можно использовать и ванильный сахар. Перемешиваю. Вливаю растительное масло и растопленное сливочное. Просеиваю муку и разрыхлитель для теста. Слегка все перемешиваю лопаткой, чтобы мука не разлетелась. И все быстро домешаю миксером. В итоге должно получиться вот такое нежидкое тесто. Добавляю в него яблоки и персики. Перекладываю тесто в заранее подготовленную форму. Разравниваю. Мой пирог сверху я украшу персиком и яблоком. И всю эту красоту я отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 50-60 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке.
Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Если пирог начнет сверху слишком сильно подпекаться, прикрою его фольгой. Я хочу подготовить такую очень интересную сметанную заливку для моего пирога. Здесь у меня 120 граммов сметаны. Сметана у меня здесь жирная, 25%. 1 столовая ложка сахарной пудры. Добавляю сахарную пудру в сметану. Перемешиваю. И я хочу моей заливке придать еще такой персиковый аромат. Поэтому я из банки с персиками возьму немного сиропа и добавлю в сметанную заливку. Если вы для рецепта используете свежие персики и у вас нет вот такого сиропа, его в принципе не обязательно добавлять. Можно просто использовать сметану с сахарной пудрой, добавить немного ванили. Пирог я достала из духовки. Обязательно проверяем его готовность деревянной шпажкой или зубочисткой. Она должна выходить абсолютно сухая. Сверху на горячий пирог я распределяю вот этот сметанный крем, чтобы он хорошо пропитал пирог. Также длинной шпажкой можно сделать еще вот такие проколы, чтобы туда также попала вот эта вот сметанная заливка, сметанный крем. И сейчас сразу я еще сниму форму, чтобы эта заливка попала и на бока пирога. И теперь оставляю пирог, чтобы он остыл и чтобы вот эта заливка хорошо впиталась. Конечно, я сейчас буду пробовать. Пирог такой воздушный. Здесь очень вкусное такое кексовое тесто, много яблок, персиков. И сам пирог получается такой влажный, ароматный. Он пропитан вот этими всеми ароматами. И, конечно, благодаря сметанной заливке. Ну как же это вкусно! Друзья, обязательно приготовьте и попробуйте. А я желаю вам приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!